Добрый день! Меня зовут Лидия, и я приветствую вас на своем канале «Женские руки в деревне». У каждой хозяйки в запасе есть пара-тройка стеклянных баночек необычной формы. Сегодня я декорирую свой запас. Приятно создавать что-то красивое. Я получаю от этого процесса огромное удовольствие. Такую баночку можно складывать полезными мелочами или же подарить подруге, наполнив приятным содержимым. Это может быть чай, кофе, конфеты, печенье, сухофрукты, да мало ли что. Да и сама баночка уже приятный подарок. Помните, как у Винни-Пуха в песенке про горшок? А еще если поставить искусственную свечу, но только обязательно соблюдая технику безопасности настоящую свечу, то у вас получится романтический светильник. И это также будет отличным подарком на любой праздник. Не в руки попало вот такое богатство. Это остатки тюля. Такой красотой можно задекорировать не одну баночку. Приступим. Перед тем, как приступить к работе, баночки нужно хорошо помыть, просушить. А сейчас, когда я монтирую это видео, хочу добавить еще и обязательно обезжирить. Для этого можно взять любой из перечисленных средств. Спирт, растворитель, ацетон или жидкость для снятия лака, если в ней есть ацетон. Далее я объясню и покажу, для чего это нужно делать. Это самая большая моя банка. Для нее я выбрала фрагменты тюля со снежинками. Мне хотелось оставить больше воздушного пространства на стекле и в то же время подчеркнуть изящные изгибы баночки. Аккуратно, не задевая стежки из белых ниток, вырезаем 4 одинаковых рисунка. Примеряем размер и приклеиваем с помощью клеевого пистолета. Далее, чтобы подчеркнуть ребра на поверхности баночки, я вырезала дорожки из снежинок. Также приклеиваем каждую снежинку, стараясь располагать в центре выступающих граней. Тюль обязательно приклеивать по всему периметру, иначе когда будем пользоваться баночкой, рисунок может задираться и будет некрасиво. Для этой баночки я выбрала стеклянную крышечку. Также наклеила на нее ряд снежинок, сделала прокладку по внутренней стороне, чтобы она не стучала при закрывании, обернула большую бусину кусочком капрона и приклеила сверху. Но мне этот вариант показался слишком плоским. Хотелось более высокую крышечку, и я приклеила сверху маленькую стеклянную от баночки из-под кофе. Моя большая пузатая баночка выглядит очень нежно и в новом головном уборе даже немного помпезно. Для других баночек я использовала крышки от флаконов лака для волос, кофе. Можно использовать еловую шишку, стеклянный подсвечник. Можно склеить самим из картона, а после покрыть красивой краской или тканью. Для прочности можно покрыть фрагменты или всю поверхность банки лаком. Я использовала водно-дисперсионный глянцевый лак по дереву. Он защищает от влаги и выгорания. Баночку можно даже мыть, и она прослужит долго. Но после нанесения лака заметила, что блеск некоторых ниток вышивки исчезает, поэтому покрыла только некоторые баночки. Решила надолго не сохранять вид, ведь всегда можно заново приступить к декору. Для следующей работы я выбрала тюль с морозным рисунком. Эту баночку я хочу использовать как светильник для искусственной свечи. Сделав замеры, отрезала нужный кусочек. Верх баночки оформила воланчиком, вырезала ткань между веточек и заложила складки. Горловину прикрыла капроновой тесьмой. Можно украсить атласной лентой, но у меня ее не оказалось. Приклеила ткань по низу, а шов прикрыла кружком из такой же ткани, чтобы баночка не стучала о стол. Внутрь по горлышку я также приклеила сложенную вдвое капроновую тесню, чтобы прикрыть резьбу баночки. Получилось очень нежно. А эти баночки в снежной шубке сделать еще проще. Также отмеряем кусочек тюля или ткани, приклеиваем на баночку горячим клеем, а дальше при помощи кисточки наносим клей ПВА на тот участок, где должен быть снег. Помните, я обещала вам рассказать и показать, для чего так важно обезжирить поверхность баночки. Для сравнения приведу пример. Вот эту баночку я обработала, а это осталось без обработки. Итак, наносим клей ПВА
У меня он, кстати, смешан с белой шпатлевкой финишной. Вот обратите внимание, как на обезжиренный он практически ровно ложится. И как на баночке нет. Когда я начала покрывать клеем участок на этой баночке, я вспомнила сразу, что не обезжирила эту баночку. Поэтому результат, конечно, не очень ровный. Но отступать уже было поздно. Доделала, как доделала. Но искусственный снег в нашем магазине не купить. Я посыпала обычной пищевой солью. Ну а для того, чтобы она не осыпалась, покрыла участки лаком для волос. Можно также заменить соль блесками, бусинами или бисером. Снег на баночках смотрится очень красиво. Попробуйте сделать что-то подобное. Уверена, что вы получите массу положительных эмоций. Я так увлеклась декорированием баночек, что незаметно для себя израсходовала почти весь запас. Придется перейти на бутылочки. У меня уже есть несколько идей, так что ждите новое видео. Подписывайтесь на канал, если вы еще это не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход новой серии. Мне очень интересно, какая из моих баночек вам понравилась больше всего. Обязательно напишите в комментарии под сегодняшним видео. И если вам понравилось увиденное, не забудьте поставить лайк и поделиться с друзьями в соцсетях. Я от всей души желаю вам крепкого здоровья, всего доброго и до новых встреч. Пока-пока.